Всем привет! Куркума – одна из самых популярных восточных специй. Из Индии она проделала долгий путь, прежде чем попала на кухню миллионов людей по всему миру. Десятки веков назад из Индии куркума распространились по всей Юго-Восточной Азии, добралась до Китая и Древнего Египта. Что такое куркума? Куркума относится к семейству имбирных. Куст растения может достигать метра в высоту. Растет куркума в Южной и Юго-Восточной Азии. Известную во всем мире пряность добывают из корней растения, реже из листьев. Порошок куркумы, благодаря красителю куркумину, имеет отличительную особенность – насыщенный желтый цвет. Куркуму используют в древности, а индусы делали всемирно известную приправу карри еще за 500 лет до нашей эры. Из Индии специя попала и в другие страны, и теперь ее используют в кулинарии, медицине, косметологии по всему миру. Куркуму ценят за яркий горьковатый вкус, стойкий аромат, цвет, который она передает блюдам, и за целебные свойства, которые есть у специй благодаря активным соединениям куркуминоидов. В мире произрастает более 40 разновидностей куркумы, но только 4 из них используют в кулинарии. Куркума ароматная, ее называют королевой пряностей. Турмерик или куркума домашняя. Специя популярна в восточной кухне. Куркума круглая. Этот вид растения перерабатывают для производства крахмала. Цитварный корень или куркума цедуария. Этот вид пряности имеет жгучий, горький вкус. Части растения используют для приготовления ликеров. Исследования показали, что куркумин обладает антиоксидантными, нейропротекторными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Традиционная индийская система лечения аюрведа рекомендует принимать куркуму при хронических болях и воспалениях, а западная медицина изучает специю как заживляющее и болеутоляющее средство. Польза. Куркуму используют для облегчения боли и воспаления, например, при остеоартрите. Стоит иметь в виду, что куркумин плохо всасывается в кровь, его лучше есть жирной пищей. Польза куркумы усиливается при правильном сочетании специй. Например, вещество пиперин, содержащееся в черном перце, значительно улучшает усвоение куркумина. Специю рекомендуют при сенной лихорадке, заболеваниях печени и зуде. Некоторые используют куркуму при изжоге и для улучшения памяти, но нет убедительных научных доказательств, подтверждающих эффективность приправы в этих случаях. Куркума содержит эфирное масло и много полезных веществ – витамины С, К и витамины группы В, железо, фосфор, йод и кальций. Снятие воспалений. Ученые считают, что хроническое воспаление – главная причина многих распространенных заболеваний. Сюда входят болезни сердца, метаболический синдром, болезнь Альцгеймера и различные дегенеративные состояния. Куркумин обладает сильным противовоспалительным действием. Антиоксидантные свойства. Окисление организма считается одним из механизмов, ускоряющих старение и провоцирующих болезни. В нем участвуют свободные радикалы, которые вступают в реакцию с органическими веществами, белками, жирными кислотами и ДНК. Антиоксиданты, такие как куркума, защищают организм от свободных радикалов. Помимо этого, они повышают активность собственных антиоксидантных ферментов. Улучшение работы мозга. Раньше считалось, что нейроны со временем теряют способность делиться и размножаться. Однако теперь известно, что они способны образовывать новые связи и увеличиваться в количестве. Одна из основных причин этого процесса – нейротрофический фактор головного мозга, тип гормона роста. Многие известные заболевания, включая депрессию и болезнь Альцгеймера, связаны со снижением уровня этого гормона. Куркумин можно добавлять в еду для профилактики данных состояний. Он повышает уровень гормона мозга, который увеличивает рост новых нейронов и борется с различными дегенеративными процессами. Печень. Куркумин усиливает активность многих антиоксидантных ферментов, что путем снижения перекисного окисления липидов в итоге может уменьшать повреждение печени, но также он способен увеличивать активность детоксицирующих ферментов в печени, защищая орган от канцерогенеза. Снижение риска сердечных заболеваний. Болезни сердца возникают по многим причинам, от генетической предрасположенности до образа жизни. Но ученые уверены, что куркумин может предотвратить проблемы со здоровьем. Он улучшает функцию эндотелия, выстеляющего стенки кровеносных сосудов.
Разрушение эндотелиальных клеток провоцирует развитие сердечных заболеваний, сбои с давлением и ухудшение свертываемости крови. Исследования подтверждают, что куркумин работает как препарат аторвастатин, снижает уровень холестерина. Другой эксперимент проводился с участием 121 пациента, каждый из которых перенес операцию коронарного шунтирования. Людей разбили на две группы. Первой давали плацебо, второй – 4 группы куркумина в день за несколько дней до и после операции. В контрольной группе, по расчетам ученых, риск сердечного приступа снизился на 65%. Снижение риска развития рака. Куркума может предотвращать раковые заболевания. Ученые доказали, что специя влияет на рост, развитие и распространение опухолей на молекулярном уровне. Она уменьшает онтогенез, метастазирование и появление новых кровеносных сосудов в опухолях. Влияние высоких доз на лечение рака пока не изучено, однако врачи утверждают, что антиоксиданты куркумы могут использоваться как превентивная терапия для предотвращения возникновения раковых заболеваний. Помощь при артрите. Добавки куркумина рекомендуют пациентам с воспалениями суставов. В одном из исследований приняли участие пациенты с ревматоидным артритом. Они отметили, что куркума во многих случаях была не менее эффективна для снятия болевых ощущений, чем химический противовоспалительный препарат. Борьба с депрессией. Исследования подтвердили, что куркумин обладает преимуществами в борьбе с депрессией. Замедление старения. Куркума помогает бороться с возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Ее часто используют как добавку в витаминных комплексах для поддержания молодости и красоты. Куркумин действует как антиоксидант, улучшает кровообращение и, соответственно, процессы регенерации кожи. Специя усиливает синтез коллагена, способствует заживлению мелких ран и избавлению от акне за счет противовоспалительных качеств. Благодаря мощным антиоксидантам турмерик выравнивает цвет лица. Противопоказания к применению куркумы. Как любой натуральный продукт, куркума может вызвать аллергию. Если организм реагирует на известные специи, то следует с особой осторожностью употреблять эту приправу. Перед постоянным применением нужно сделать тест на руке, нанести щепотку куркумы с водой или молоком и посмотреть на реакцию кожи в течение 2 суток. Беременным не стоит часто есть куркуму из-за ее разжижающего кровь эффекта. К тому же есть предположение, что употребление в пищу острых специй в последнем триместре может спровоцировать схватки. Куркуму нужно исключить из рациона людям, принимающим препараты для разжижения крови, и антидиабетическое лекарство. Специя снижает уровень сахара в крови. Добавление небольшого количества куркумы в пищу в качестве приправы не вызывает проблем со здоровьем. На этом все, друзья. Используйте натуральные средства для предотвращения болезней. Не болейте, будьте здоровы. До новых встреч!